Синяя борода. Шарль Перро. Давно жил один очень богатый человек. Было у него множество слуг, всяческие богатства, дома, золоченые кареты и кони. Вот только борода у него была синяя, и делался он от этого настолько безобразным и страшным, что все женщины, увидев его, пугались и прятались. Дали ему прозвище «Синяя борода». У одной из его соседок было 2 дочери, обе красавицы. Чтобы познакомиться с ними, Синяя борода привез девушек вместе с матерью в свой загородный замок и пробыл там с ними целую неделю. Гости чудесно проводили время. Гуляли, ездили на охоту, пировали ночи напролет. Синяя борода веселился вместе со всеми, танцевал, шутил и казался настолько добрым, что младшая девушка перестала его бояться и согласилась выйти за него замуж. Свадьбу сыграли сразу же после возвращения в город. Младшая сестра переехала в замок Синей бороды. Через месяц после свадьбы Синяя борода сказал своей жене, что он должен ненадолго уехать по очень важному делу. Простился он с женой и говорил ей, чтобы та не скучала без него, а веселилась, и вручил он ей ключи. «Вот, — сказал он, — ключи от 2 больших кладовых, вот ключи от шкафа с золотой и серебряной посудой, этот ключ от сундуков с деньгами, этот от ящиков с драгоценными камнями. Вот ключ, которым можно отпереть все комнаты. Вот еще один маленький ключик. Он отпирает комнату, которая находится внизу, в самом конце темного коридора. Открывай все, ходи повсюду, но строго-настрого запрещаю тебе входить в эту маленькую комнатку. Если же ты не послушаешь меня и отопрешь ее, тебя ждет страшное наказание». Жена обещала Синей бороде исполнить в точности все его наставления. Он ее поцеловал, сел в карету и уехал. Как только Синяя борода уехал, соседки и подруги прибежали к его молодой жене. Они хотели поскорее увидать его несметные богатства. При нем они боялись приходить. Их так пугала его синяя борода. Подруги сразу же отправились осматривать все комнаты, кладовые и сокровищницы. Их удивлению не было предела. Им все казалось таким красивым. Подруги восхищались сокровищами Синей бороды и завидовали его жене. Но ее саму эти сокровища нисколько не занимали, а мучило любопытство. Ей хотелось отпереть маленькую комнатку в конце коридора. Ее любопытство было настолько сильным, что девушка, наконец, не выдержала. Оставив гостей, она побежала вниз по потайной лестнице. Прибежав к запретной комнате, она остановилась и вспомнила приказание Синей бороды, но удержаться не смогла. Она взяла ключ и с дрожью все-таки отворила комнату. Поначалу ей все казалось неразборчивым, потому что окна в комнате были закрыты ставнями. Она немного постояла, присмотрелась и увидела на полу лужу крови и несколько мертвых женских тел. Это были прежние жены Синей бороды, которых
он убил одну за другой. Обезумев от ужаса, молодая женщина уронила ключ. Опомнившись, она подняла его, заперла дверь и, бледная, пошла в свою комнату. Тут она заметила на ключе маленькое темное пятнышко. Это была кровь. Она стала тереть ключ своим платком, но пятно не сходило. Она терла ключ песком, толченым кирпичом, скоблила ножом, но кровь не очищалась. Исчезая с одной стороны, она выступала на другой, потому что ключ был непростым. Он был волшебным. В тот же вечер неожиданно вернулся Синяя Борода. Жена выбежала ему навстречу, стала целовать его и притворялась, что очень рада возвращению мужа. Наутро Синяя Борода потребовала у жены ключи. Она подала ему ключи, но руки ее при этом так дрожали, что Синяя Борода сразу же догадался обо всем. Он спросил ее, почему она не отдала все ключи и где тот самый от маленькой комнатки. Жена ответила, что оставила его у себя на столе. Синяя Борода приказал сейчас же его принести. Жена пыталась отговориться, но, наконец, принесла тот самый окровавленный ключ. «Почему на ключе кровь?» — спросил Синяя Борода. «Не знаю», — отвечала бедная женщина, и побелела, как снег. «Ты не знаешь?» — закричал Синяя Борода. «Ну так я знаю. Ты заходила в запретную комнату. Ты войдешь туда еще раз и останешься там навсегда, вместе с теми женщинами, которых ты там увидела». Рыдая, девушка упала к ногам Синей Бороды и стала просить у него прощения. Но сердце Синей Бороды было как камень. «Ты должна умереть, и умрешь сейчас же». «Если уж я должна непременно умереть», — сквозь слезы проговорила девушка, «так дай мне хоть попрощаться с сестрой». «Даю тебе ровно 5 минут, и ни секунды больше». Жена Синей Бороды отправилась наверх в свою комнату и сказала сестре: «Сестра моя, Анна, где теперь наши братья? Они обещали навестить меня сегодня. Взойди на башню и посмотри, не едут ли они. Если ты увидишь их, подай знак, чтобы они торопились». Анна взошла на башню, а бедняжка из своей комнаты все спрашивала ее: «Анна, сестра моя, ничего ли ты не видишь?» «Я вижу, как солнце сияет и как трава зеленеет», — отвечала сестра. Между тем Синяя Борода, схватив огромную саблю, закричала изо всех сил: «Иди сюда скорей, твое время пришло!» «Сейчас, сейчас!» — отвечала ему жена и еще раз крикнула: «Анна, сестра моя, ты ничего не видишь?» «Я вижу только, как солнце сияет и как трава зеленеет», — вновь ответила Анна. «Скорее!» — кричал Синяя Борода. «Или я сам поднимусь наверх». «Иду, иду!» — отвечала ему жена и опять спрашивала сестру: «Анна, сестра моя, ты ничего не видишь?» «Я вижу большое облако пыли, которое приближается к нам», — отвечала сестра. «Не братья ли это едут?» «Ах, нет, сестра, это стадо баранов». «Сойдешь ли ты, наконец?» — завопил Синяя Борода. «Подожди, еще только одну минутку. Анна, сестра моя, ты ничего не видишь?» «Я вижу 2 всадников. Они скачут сюда, но они еще очень далеко. Ах, это наши братья. Я подам им знак, чтобы они торопились». Но тут Синяя Борода затопал ногами и поднял такой крик, что весь дом задрожал. Бедная женщина сошла вниз и вся в слезах бросилась к его ногам.
Никакие слезы теперь не помогут тебе. Ты должна умереть. Он схватил ее одной рукой за волосы, другой поднял свою страшную саблю. «Дай мне пожить еще 1 минуту», — прошептала жена. Синяя борода уже собирался отрубить бедняжке голову, но в этот момент у дверей раздался такой сильный стук, что Синяя борода остановился и оглянулся. Двери распахнулись, и в комнату ворвались братья несчастной девушки. Выхватив свои сабли, они бросились на Синюю бороду. Он узнал братьев своей жены и тут же пустился бежать. Но братья догнали его, и прежде чем он успел спуститься с крыльца, прокололи его своими саблями. Затем они бросились обнимать и целовать полумертвую от страха сестру. Вскоре братья переехали в замок Синей бороды и стали жить в нем весело, совсем не вспоминая о прежнем хозяине.